Приветствую, вы на канале Realistic PS. Я уверен, что на сегодняшний день в мире нет ни одного человека, который бы наиграл в карьеру за игрока столько же, сколько и я, а именно прошел ее полностью. Конечно, есть еще Дима Сопром Гейм, однако в этом году он не удел. Ну так к чему я вам об этом рассказываю? А к тому, что за месяц интенсивной игры в этот режим, я отметил для себя все его недостатки, и в рамках сегодняшнего видео хочу ими поделиться. Было бы здорово, если бы на этот ролик обратил кто-нибудь из ребят из Konami, однако мне будет достаточно и вашей активности, в виде лайка, комментария и подписки на канал, если вы здесь впервые. Ну а мы приступаем к нашему списку недостатков режима карьеры за игрока. А если вы такой же любитель карьерок, как и я, то настоятельно рекомендую ознакомиться с моей группой ВКонтакте. Там вы можете узнать все новости по игре одними из первых, поделиться своими успехами в режиме карьеры, будь то карьера за игрока или тренера, а также отыскать интересные патчи для PS. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Первый недостаток — это отсутствие какого-либо разнообразия. Эта проблема заключается в том, что геймплей по ходу прохождения особо и не меняется. То есть ваш футболист становится старше, он начинает увереннее бить поворотом и точнее отдавать передачи, и на этом все. Также в режиме присутствует такая фича, как доверие тренера, однако вы про нее даже и не вспомните. Ведь после пары-тройки удачных матчей ваш игрок, вне зависимости от возраста и кондиций, будет выходить в стартовом составе. Я это к тому, что будь это начало вашей карьеры, середина или вовсе ее конец, геймплей никак не изменяется. И во многом из-за этого в данный режим очень скучно играть. У игроков нет какой-либо цели, а это очень важно для поддержания интереса к данному режиму. Второй недостаток — это ужасный искусственный интеллект. И речь идет не об интеллекте вашего соперника, ведь он играет очень даже ничего. Речь об интеллекте вашей команды, за которую вы играете. На старте карьеры вы попадаете в слабый клуб, и игра всех слабых клубов и сборных заключается в том, что, получив мяч, игроки тут же пуляют его вперед. То есть буквальное воплощение тактики «бей-беги». И поначалу играть просто невозможно, поэтому игроки зачастую меняют клуб уже в зимнее трансферное окно. Но даже перейдя в сильный клуб, например тот же мадридский Реал, ваша команда не застрахована от глупых ошибок. И что еще больше всего бесит, так это то, что компьютер по отношению к вашему футболисту не чурается применять подкаты и всячески его ломать, в то время как ваши игроки до конца момента будут упираться в спину сопернику, и не более того. Третий недостаток относится не только к карьере за игрока, но и тренера. Тем не менее, занесем его в наш список. Это перерождение футболистов. Один факт того, что в игре с наиболее реалистичным геймплеем присутствует перерождение футболистов, это полный идиотизм. В то время как ваш футболист потихоньку заканчивает карьеру, по полю бегают перерожденные Роналду и Месси. Однако эта фигня присутствует в игре уже настолько давно, что разработчики, скорее всего, считают ее своеобразной фичей. В противном случае я не знаю, что мешает им ее вырезать. И что касаемо вырезания фич, четвертый недостаток — это обрезанность данного режима. Думаю, что здесь многие играли в режим карьеры за игрока в ранних частях PS, поэтому не вижу смысла перечислять все эти интересные фичи, что присутствовали ранее и впоследствии были вырезаны. После 13 части карьера за игрока стала максимально обрезанной и оттого еще более скучной. Игроки множество раз просили разработчиков, в том числе и я, вернуть хоть что-нибудь из прошлых частей. И если такой возможности нет, тогда добавить что-нибудь новое. Но похоже, Konami не заинтересованы в развитии этого режима, а поэтому держите тонну различных карточек в режиме MyClub. Пятый недостаток отчасти связан с отсутствием разнообразия в режиме карьеры. Речь, конечно же, о кат-сценах. Стоит признать, что и в ранних частях их было не особо много, но что мешает добавить их именно сейчас? Например, разговоры с агентом между матчами, в которых этот самый агент будет рассказывать о трансферных переговорах или о новом клубе, в который перебрался наш футболист. Ведь агент уже присутствует в игре, и с ним можно было бы обыграть пару-тройку кат-сцен. Да и в целом можно придумать много разных и интересных ситуативных кат-сцен, которые точно разнообразят этот режим. И это были 5 весомых недостатков режима карьеры за игрока в PS 2020. Во время прохождения для себя я выделил именно эти недостатки, но наверняка я снова что-нибудь забыл, поэтому, если вспомните еще подобные моменты, обязательно отпишите их в комментариях. Примите к сведению, что это было перечисление нынешних недостатков режима, а не банальное рассуждение о том, что бы я хотел видеть в режиме карьеры за игрока в PS 2021. Помимо комментария, не забудьте поставить лайк под этим видео и обязательно подписаться на канал, если вы здесь впервые, ведь как показывает статистика, время просмотра подписчиками куда меньше, чем без подписки.
тому же не забудьте нажать на колокол, чтобы вам приходили уведомления о выходе новых видео. И заодно присоединяйтесь к этим красавчикам, которые уже поставили уведомления о выходе роликов и начале стримов на этом канале. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорой встречи на канале Realistic PS. Всем пока, ребят!